На сегодняшний день единственный игровой симулятор подводных лодок, где практически в полной мере реализована возможность астрономической навигации в ручном режиме, это Silent Hunter 5 в модификации The Wolves of Steel. Для того, чтобы глубже погрузиться в игровой процесс и использовать все доступные и исторически достоверные инструменты реальной навигации, я рекомендую свой мод реальной навигации как дополнение к моду The Wolves of Steel. На моем канале есть видео с описанием мода и ссылкой на его скачивание. Информацию и ссылки оставлю в описании этого видео. Ранее я уже составил все необходимые таблицы для навигации в игре. Это англоязычный морской альманах, а для ценителей исторической достоверности в игре я работаю над немецкими морскими астрономическими ежегодниками Nautisches Jahrbuch. Астрономические вычисления в игре вы можете проводить любым удобным для вас способом. С помощью калькулятора или электронных таблиц Excel, а для того, чтобы получить более захватывающий опыт навигации, вы можете использовать настоящие немецкие вычислительные таблицы F-Tafel или навигационные таблицы Fulsta. А в этом видео я покажу вам, как легко выполняются вычисления с помощью немецкой логарифмической линейки, которую я недавно добавил в свой мод. Для тех, кто только начинает знакомиться с навигацией, приведу обобщенную схему, на которой условно показаны принципы, по которым осуществляется навигация вообще. Все эти принципы в полной мере применимы в игре. Пока в пределах видимости находятся береговые ориентиры, с помощью методов прибрежной навигации положение подводной лодки можно довольно точно определить, например, по маякам. Положение подводной лодки, определенное по результатам наблюдений, то есть обсервации, называется обсервованной позицией. Когда береговые ориентиры пропадают из виду и обсервация больше невозможна, навигация осуществляется по счислению, то есть положение подводной лодки рассчитывается и наносится на карту, исходя из скорости и направления движения. Положение подводной лодки, определенное по счислению, называется счислимой позицией. Чем больше времени проходит с момента последней обсервации, тем меньше мы можем полагаться на результаты счисления, и тем менее точно мы можем определить позицию лодки по счислению. На схеме я отобразил это таким образом, что наиболее точная позиция, определенная по результатам обсервации, обозначена черным цветом. Все последующие счислимые позиции становятся бледнее по мере снижения точности определения позиции. Для того, чтобы снова уточнить свою позицию, или, как еще говорят, получить исправление своей позиции, необходимо провести астрономическую обсервацию. Исходя из счислимой позиции на момент обсервации, необходимо рассчитать высоту и азимут небесных тел, по которым мы хотим определить позицию подводной лодки. Из измеренной высоты небесного тела в месте фактического нахождения лодки вычитаем расчетную высоту этого же небесного тела для счислимой позиции. Используя полученную таким образом разницу высот для двух или более небесных тел, необходимо нанести исправленную позицию на карту и дальнейшее счисление вести уже от исправленной позиции. В этом видео я покажу, как вычислить высоту и азимут небесных тел с помощью логарифмической линейки. Что делать с полученными результатами вычислений и как с их помощью определить свою позицию и нанести ее на карту, я рассказывал и показывал в ранее опубликованных видео на моем канале. Все необходимые документы по астрономической навигации в Silent Hunter 5 вы можете найти на Discord сервере, ссылка приглашения в описании видео. Там же вы можете задать все интересующие вас вопросы по игре. Если вы хотите научиться пользоваться астрономической навигацией в игре и не знаете, с чего начать, вы можете посмотреть мои видеоуроки на канале в плейлисте «Школа реальной навигации Silent Hunter 5». А сейчас перейдем к теме видео и рассмотрим, как используется логарифмическая линейка для расчета высоты и азимута небесного тела. Мы находимся в порту Мемеля на календаре 31 августа 1939 года. Сначала проведем измерение высоты Солнца. Измерение секстантом проводится только тогда, когда виден горизонт, но для целей этого видео я пренебрегу этим правилом. Активируем секстант, обязательно ставим игру на паузу и в специальное окошко вводим номер небесного тела.
В нашем случае вводим 0. Это обозначение Солнца. После ввода номера небесного тела игру можно снять с паузы. Нажатием на специальную кнопку активируем процесс измерения. Устанавливаем измерительную нить на нижний край солнечного диска и снимаем показания угловой высоты и универсального времени UT в поле секстанта. Eskorte in Sicht. Kurs 4-0. Высота нижнего края солнечного диска 27 градусов 58,9 угловых минуты. Универсальное время UT 14 часов 2 минуты 42 секунды. Применяем поправку к измеренной высоте согласно таблице. Плюс 10,2 угловых минуты. Получаем высоту центра Солнца над горизонтом 28 градусов 9,1 угловой минуты. Можно приступать к вычислениям. Описание и краткое руководство на русском и английском языке по использованию линейки в своем моде я добавил в каталог пользовательских диаграмм User Charts, который вызывается нажатием клавиши E. Рекомендую внимательно ознакомиться с руководством перед началом работы с линейкой. Вычисления на линейке проводятся в 3 этапа. Первый этап – расчет вспомогательного угла X. Второй этап – расчет азимута небесного тела. И третий этап – расчет высоты небесного тела. Исходными данными для расчета является склонение небесного тела, предварительно рассчитанный местный часовой угол небесного тела и исчислимая широта. Однако интерес представляет не сама широта, а ее дополнение до 90 градусов, которое используется в расчетах. Все 3 расчета имеют один общий алгоритм вычислений. Вычисление вспомогательного угла X проводится следующим образом. Первое. Установить указатель линейки на нулевую отметку по шкале 1. Второе. Перемещая шкалу 2, установить ее так, чтобы значение склонения небесного тела по шкале 2 находилось напротив указателя. Третье. Переместить указатель и установить его напротив значения местного часового угла по шкале 1. И четвертое. Прочитать величину вспомогательного угла X напротив указателя по шкале 2. После вычисления вспомогательного угла X, перед тем как перейти к вычислению азимута, необходимо провести промежуточный расчет вспомогательного угла Y. И если широта и склонение одного знака, тогда y определяется как сумма b плюс x. И если широта и склонение разного знака, то y считается как разность b минус x. Далее проводят вычисление азимута небесного тела. Устанавливают указатель линейки напротив значения вспомогательного угла x по шкале 1. Далее, перемещая шкалу 2, устанавливают ее так, чтобы напротив указателя находилось значение местного часового угла небесного тела. Затем перемещают указатель и устанавливают его напротив значения вспомогательного угла y по шкале 1. Считывают величину азимута небесного тела напротив указателя по шкале 2. Высоту небесного тела рассчитывают следующим образом. Устанавливают указатель линейки на значение азимута по шкале 1. Перемещая шкалу 2, устанавливают ее так, чтобы величина вспомогательного угла y по шкале 2 находилась напротив указателя. Затем перемещают указатель и устанавливают его напротив нулевой отметки по шкале 1. Значение высоты небесного тела необходимо прочитать напротив указателя по шкале 2. Проведем вычисления на нашем примере с Солнцем. Нам не хватает значения местного часового угла Солнца в момент измерения высоты секстантом – 14 часов 2 минуты и 42 секунды. Часовой угол обязательно должен быть представлен в диапазоне от 0 до 180 градусов. Если вы рассчитывали часовой угол по англоязычному морскому альманаху, то для правильного представления результата необходимо иметь в виду,
что местный часовой угол в английской системе исчисляется от 0 до 360 градусов и отсчитывается от местного меридиана в западном направлении. В немецкой системе местный часовой угол исчисляется от 0 до 180 градусов и отсчитывается от местного меридиана в западном или восточном направлении. Если местный часовой угол небесного тела, определенный по англоязычному альманаху, не превышает 180 градусов, то он численно равен западному местному часовому углу Т в немецкой системе и принимается к вычислениям без дополнительных преобразований. И если часовой угол более 180 градусов, то мы имеем дело с восточным местным часовым углом, который находится вычитанием рассчитанного угла из 360 градусов. Например, если рассчитанный местный часовой угол равен 240 градусов, то к вычислению на логарифмической линейке принимается восточный часовой угол Т, равный 120 градусам. В нашем примере Солнце на момент измерения его высоты секстантом в 14 часов 2 минуты и 42 секунды имеет западный местный часовой угол 51 градус и 41 угловую минуту относительно географической долготы порта Мемеля, 21 градус и 7,5 минут восточной долготы. Запишем исходные данные для расчета. На момент измерения Солнце имеет северное склонение 8 градусов и 48,6 угловых минуты. Местный часовой угол Солнца 51 градус и 41 угловая минута ровно. Широта счислимой позиции 55 градусов и 42,2 угловых минуты северной широты. Дополнение широты 34 градуса и 17,8 угловых минуты. Перед первым использованием логарифмической линейки в игре при подготовке к вычислениям указатель вершины красного треугольника должен быть помещен на 0 шкалы 1 в нижнем левом углу экрана. Шкала 1 во всех расчетах всегда остается неподвижной и должна целиком находиться в поле зрения. Обязательное условие – начальное и конечное значение шкалы 1, а также левая и правая пунктирные линии должны быть видны, чтобы обеспечить переход к любому значению без необходимости перетаскивать шкалу. Также взаимное расположение шкалы 1 и указателя для удобства работы желательно устроить таким образом, чтобы была видна схема вычислений 3 зигзага на корпусе указателя. В дальнейшем перемещать, регулировать расположение шкалы 1 не требуется. Если вы правильно провели предыдущий расчет высоты, то по окончании расчета указатель будет находиться на нуле шкалы 1. Система запоминает положение всех пользовательских диаграмм даже без сохранения игры. И перед началом очередных вычислений вам нужно будет только убедиться в правильном положении шкалы 1 и указателя. Вычисляем вспомогательный угол X. Указатель линейки уже находится на нулевой отметке шкалы 1. Перемещаем шкалу 2 и устанавливаем ее так, чтобы величина склонения Солнца 8 градусов 48,6 угловых минут по шкале 2 находилась напротив вершины красного треугольника указателя. В процессе вычислений необходимо перемещать шкалу 2 по экрану, и чтобы не возникло нехватки шкалы, шкала 2 выполнена в виде двух дублирующих друг друга секций, разделенных двойной пунктирной линией. Перед началом каждого этапа вычислений, в зависимости от предсказуемого направления перемещения шкалы 2, вы выбираете для использования ту или иную секцию шкалы таким образом, чтобы у вас в запасе было не меньше одной шкалы, и в случае необходимости вы могли бы перейти с одной секции на другую. При вычислении вспомогательного угла X склонение небесного тела следует выставлять на левой секции шкалы 2. При вычислении азимута небесного тела, если x меньше y, то местный часовой угол следует выставлять на левой секции шкалы 2. Если x больше y, то местный часовой угол следует выставлять на правой секции шкалы 2. При вычислении высоты небесного тела вспомогательный угол y
следует выставлять на правой секции шкалы 2. Schiff in Sicht. Kurs 108. Есть небольшая хитрость при работе с линейкой. Для того, чтобы добиться точного положения указателя напротив нужного значения на шкале 1 или на шкале 2, необходимо перемещать указатель линейки или шкалу 2 зигзагообразными движениями в большей степени вверх и вниз, продвигаясь при этом понемногу в нужную вам сторону. Перемещаем указатель и устанавливаем его вершиной красного треугольника напротив значения местного часового угла 51 градус и 41 угловая минута ровно по шкале 1. Считываем величину вспомогательного угла x напротив указателя по шкале 2. Шкалы линейки имеют двойную маркировку, и любой угол на шкале может быть прочитан двумя способами. Как угол, не превышающий 90 градусов, или как дополнение этого угла до 180 градусов. При считывании значения угла x после первого этапа вычислений необходимо применять правило. Если местный часовой угол t менее 90 градусов, то x читается также менее 90 градусов. Если t больше 90 градусов, то x читается больше 90 градусов. В нашем примере часовой угол меньше 90 градусов, поэтому вспомогательный угол x должен быть прочитан как 14 градусов и 1,9 угловых минуты. После вычисления вспомогательного угла x находим вспомогательный угол y. При вычислениях угла y необходимо применять правило. Поскольку широта и склонение северные, то есть обе величины имеют положительный знак, то y определяется как сумма величины b и x. Далее проводим вычисление азимута Солнца. Устанавливаем указатель линейки вершины красного треугольника напротив значения вспомогательного угла x по шкале 1. Перемещая шкалу 2, устанавливаем ее так, чтобы напротив вершины красного треугольника указателя находилось значение местного часового угла Солнца.
Перемещаем указатель и устанавливаем его вершиной красного треугольника напротив значения вспомогательного угла y по шкале 1. Читаем величину азимута напротив указателя по шкале 2. Необходимо иметь в виду, значение азимута всегда читается менее 90 градусов. Поэтому необходимо правильно определить его квадрант. Азимут может отсчитываться от повышенного полюса или от пониженного полюса. В северном полушарии северный полюс повышенный, а южный полюс пониженный. Направление, в котором отсчитывается азимут, всегда соответствует часовому углу. В нашем примере часовой угол западный, значит и азимут отсчитывается в западном направлении. Чтобы определить, от какого полюса отсчитывается азимут, нужно следовать правилу. Если y менее 90 градусов, азимут отсчитывается от пониженного полюса. Если y больше 90 градусов, азимут отсчитывается от повышенного полюса. В нашем случае y меньше 90 градусов, поэтому азимут отсчитывается от пониженного южного полюса. Также необходимо помнить, что при использовании линейки есть особые случаи и ограничения. Если азимут находится между 85 и 90 градусами, необходимо повторить весь расчет, поменяв местами широту и склонение. Вместо склонения используется широта и рассчитывается величина b как дополнение склонения, то есть разность 90 градусов минус склонение небесного тела. Азимут, полученный во втором расчете, является вспомогательным углом, который используется только для расчета высоты в третьем расчете. Если часовой угол t и склонение находятся в диапазоне от 0 до 20 угловых минут, и если часовой угол t близок к 90 градусам, линейку использовать не следует. Иными словами, если значение часового угла и склонения выходит за пределы шкалы 2, то линейку использовать и в принципе невозможно. Необходимо использовать другие методы и инструменты вычислений. Вычислив азимут Солнца, приступим к последнему, третьему этапу вычислений, чтобы получить высоту Солнца. Выставляем указатель на значение азимута по шкале 1. Шкалу 2 выставляем так, чтобы значение вспомогательного угла y находилось напротив указателя. Перемещаем указатель на нулевую отметку шкалы 1 и считываем значение высоты по шкале 2. Рассчитанная высота 28 градусов 8,8 угловых минуты отличается на 0,3 угловых минуты от измеренной высоты. На карте Silent Hunter это эквивалент 600 метров.
Это отличный показатель совокупной ошибки измерения секстантом и вычислений при помощи линейки.